Благодарим вас за участие в публичной космической лекции этого года, посвященной геологии загадочных планет за пределами нашей Солнечной системы. Меня зовут Фло Бюлов, и я возглавляю отдел политики и взаимодействия в геологическом обществе. Эта лекция является заключительной частью нашей серии лекций, посвященных Году космоса 2021 году, когда мы устремляем свои взоры вверх за пределы Земли, чтобы исследовать горные породы, ландшафты и процессы на других планетах. В течение года у нас была фантастическая программа публичных лекций, информационно-просветительских мероприятий и конференций, многие из которых вы теперь можете найти на нашем веб-сайте или на нашем канале YouTube. И в частности, если вы пропустили нашу бесплатную выставку космических пейзажей на Пикадилли этим летом, вы все еще можете посетить ее из любой точки мира, поскольку мы сделали виртуальный тур, доступный на веб-сайте СПССКПС. Я вставлю ссылку в чате во время доклада. Итак, если вы очарованы космосом, каменистыми и другими планетами, то обязательно посетите нашу выставку. Итак, сегодня лекцию читает великолепный доктор Оли Шортли. Оли Шортли – доцент Института астрономии и факультета наук о Земле Кембриджского университета в Великобритании. Оли возьмет нас в путешествие по истории и геологии планет и тел за пределами нашей Солнечной системы. Если у вас возникнут какие-либо вопросы к Оле, мы проведем сессию вопросов и ответов в конце выступления. Задайте свои вопросы в поле вопросов, в Zoom или в чате YouTube, и мы их обработаем и зададим в конце доклада. Без дальнейших церемоний я хотела бы передать слово Оле, чтобы он взял нас в это увлекательное путешествие по планетам за пределами нашей Солнечной системы. Большое спасибо, Оля. Круто, большое спасибо за представление, Флоу. Я действительно взволнован тем, что выступаю перед всеми вами сегодня вечером и завершаю серию лекций о космосе. Сегодня мы заглянем за пределы Солнечной системы, взглянем на планеты в других частях галактики. Так что, да, темой доклада будет геология за пределами Солнечной системы. Но часть нашего обсуждения мы сосредоточим на Солнечной системе и на том, какую информацию можем узнать из Солнечной системы, какую вытащить из самой Земли. Итак, мы начнем тур с Земли, сквозь Солнечную систему и дальше. И своего рода секретный посыл доклада заключается в том, почему диплом по геологии только что стал в 50-53 миллиарда раз более ценным. Мы вернемся к этому в самом конце лекции, но будьте уверены, это касается всех, кто имеет степень геолога или надеется ее получить. Она стала гораздо более ценной, чем каких-то несколько лет назад. И я закончу доклад объяснением, почему это так. Но я полагаю, что прежде чем мы вылетим за пределы Солнечной системы и подумаем о планетах в остальной части галактики, будет полезно просто закрепить наше понимание того, какое разнообразие типов каменных планет существует в Солнечной системе. Итак, вот Земля и, собственно, вид на внеземную выставку, которую геологическое общество проводило в начале этого года в честь Года космоса. Земля, как мы знаем, это планета, наделенная жидкой водой на своей поверхности, а также сушей, которую мы, очевидно, занимаем, с атмосферой, подходящей для жизни, богатой азотом, но также с большим количеством кислорода и со средней температурой поверхности около 15 градусов Цельсия. Итак, это планета, которую мы знаем и любим, и на ней обитает вся известная жизнь в Солнечной системе. Посмотрим за пределы Земли. Вот Марс. Это вид на кратер Гейла на Марсе, сделанный 8 октября 2015 года марсоходом Curiosity. Перед нами удивительный пустынный ландшафт. Снимок сделан внутри кратера. На горизонте возвышается гора Шарп. И хотя Марс на этом изображении выглядит очень приятным и гостеприимным, мы знаем, что его атмосфера явно состоит из углекислого газа, и эта атмосфера невероятно разрежена. Оно составляет 0,06 от давления нашей собственной атмосферы, а средняя температура составляет минус 60 градусов по Цельсию. Таким образом, мы видим разительный контраст с Землей, где у нас есть океаны с жидкой водой, облака и богатая биосфера. А если с Земли
мы переместимся вовнутрь Солнечной системы, то, очевидно, попадем на Венеру. А Венера исследована гораздо меньше, чем Марс. Вот одно из впечатляющих изображений, которое было получено с Венеры одним из советских спускаемых аппаратов. Это фото получено 5 марта 1982 года. И когда мы всматриваемся в этот туманный пейзаж, на переднем плане мы видим тонкую плитчатую поверхность потоков лавы, которые покрывают поверхность планеты. Этот посадочный модуль вскоре после получения этого снимка постигнет ужасная участь, так как он находится внутри кислотной атмосферы под высоким давлением. Здесь давление в 90 раз выше нашей собственной атмосферы, а температура у поверхности более 400 градусов. Преимущественно атмосфера из углекислого газа. Итак, вот три каменистые планеты, расположенные рядом друг с другом в Солнечной системе. Они заметно отличаются друг от друга, и только на одной из них, как мы знаем, есть жизнь. Несмотря на то, что на Марсе было проведено огромное количество попыток найти жизнь, нам все еще предстоит найти окончательные доказательства существования жизни на Марсе. Итак, мы наблюдаем, что в нашей собственной Солнечной системе существует хрупкость условий, обуславливающих обитаемость планет, способность планет обеспечивать жизнь. И это действительно основной вопрос, который мы задаем себе сейчас, вглядываясь за пределы Солнечной системы на экзопланеты. Может ли присутствовать на них жизнь? Также, оглядываясь назад в собственное прошлое Земли, а также в прошлое Венеры и Марса, мы задаем вопрос, когда Земля стала пригодной для жизни? Как Земля сохранила свою обитаемость на протяжении всей своей геологической истории? Как ей удается поддерживать жидкую воду на своей поверхности, а также умеренную температуру поверхности? И что же могло случиться с Венерой и Марсом? Что привело их в их нынешнее состояние, когда они пострадали от климатической катастрофы? В случае Марса, как он стал холодным? А в случае Венеры, как она стала чрезвычайно горячей? Почему обе эти планеты так по-своему негостеприимны? И чтобы заглянуть дальше за пределы нашей системы, нам надо рассмотреть химию и физику, чтобы получить ответы на поставленные вопросы. Полученные ответы будут фундаментом для изучения Земли и тех планет, до которых мы можем добраться. Вот одно изображение, которое подчеркивает вышесказанное. Оно сделано зондом НАСА Кассини. Это вид на ночную сторону Сатурна. Итак, перед нами ночная сторона Сатурна, а это впечатляющая система колец. Обратите внимание на яркую синюю точку. Это Земля на расстоянии 1,5 миллиарда километров. Я хочу подчеркнуть, что как бы далеко мы не забрались, мы всегда оглядываемся на Землю, чтобы откалибровать наше понимание основных планетарных процессов. Мы хотим ответить на общий вопрос относительно Земли, что сделало ее обитаемой планетой. Это означает вопросы относительно воды, как сначала она получила воду, как ее сохраняла в жидком виде на своей поверхности, и как затем смогла создать и поддерживать свою биосферу, в отличие от Венеры и Марса. Если мы сможем узнать это для Земли, сможем ли мы использовать наше понимание того, как появляется планетарная обитаемость, чтобы предсказать обитаемость планет вокруг других звезд? И когда мы ведем телескопические наблюдения за далекими экзопланетами, мы будем уже знать, на что следует обратить особое внимание, чтобы попытаться на них открыть жизнь. Начнем наше рассуждение о пригодности Земли для жизни. Для этого просто совершим этот невероятно краткий экскурс в историю Земли по некоторым ключевым событиям в ее истории, имеющих отношение к суждениям о ее обитаемости. На этом слайде представлено геологическое время, слева – начало истории Земли, в 4,5 миллиарда лет назад, и далее по направлению к настоящему времени, справа. И все эти названия – всего лишь условное геологическое деление времени.
Они не слишком сейчас важны. Мы рассмотрим некоторые из ключевых событий, которые произошли за этот длительный период времени в 4,5 миллиарда лет жизни Земли. В частности, отметим те процессы, которые имеют отношение к обитаемости. Ярким событием последних нескольких миллионов лет является оледенение. Границы оледенения то расширялись и то отступали. Наблюдалось своего рода циклическое расширение и отступление ледяных щитов на северном и южном полюсах. Это проиллюстрировано на этих рисунках, показывающих распространение ледяного покрова на континенте в последний ледниковый период 18 тысяч лет назад. Эта последовательность расширения и коллапса ледяных шапок происходила около 2 миллионов лет и является характеристикой современного земного климата. Но если мы хотим отправиться еще дальше в прошлое, нам нужно творчески подходить к тому, как мы получаем доступ к информации о прошлом климате. Очевидно, что у нас не было метеостанций, которые бы работали на поверхности Земли 20 миллионов лет назад. Для того, чтобы понять, насколько было жарко, какая была тогда погода, какой был климат, мы должны начать изучить горные породы и реконструировать древний климат. А ключевой архив климатической информации в горных породах – это древние окаменелости. Вот изображение брахиопод, морских организмов, которые существовали на протяжении большей части последних 500 миллионов лет истории Земли. И мы можем использовать информацию, полученную в результате изучения окаменелостей, таких как брахиоподы, чтобы попытаться реконструировать климат Земли за последние несколько сотен миллионов лет. В подавляющем большинстве случаев они говорят нам о том, что несмотря на значительное возмущение климата Земли за последние 500 миллионов лет, он оставался относительно благоприятным для жизни весь период. Если мы перенесемся еще на 500 миллионов лет назад, то начнем видеть свидетельства некоторых более странных событий в прошлом Земли. Одним из самых драматичных является так называемые события Земли-снежка, когда планета полностью или почти полностью замерзла. Оно показано на этой схеме вот здесь, где Земля изображена в виде ледяного шара. Это событие зафиксировано в геологической летописи. Вот примечательна порода, состоящая из нагромождения неотсортированных различных обломков пород всех видов и размеров. Это так называемые диамиктиты, очень характерная порода. Она образуется при отступлении и таянии ледяных щитов. Если отмотать время назад, примерно на 700 миллионов лет, диамиктиты появляются в пачках горных пород, образованных в низких широтах возле экватора. И это считается доказательством глобального катаклизма под названием Земля-снежок. Если мы будем двигаться дальше в прошлое, мы обнаружим огромные катаклизмы, охватившие климат Земли. Но земная жизнь, похоже, выдержала подобные климатические бури. И на Земле опять плескалась на поверхности жидкая вода. Давайте отмотаем время еще дальше назад, к возрасту 2,5 миллиарда лет назад. Мы встречаем замечательную горную породу, которая свидетельствует о значительном изменении количества кислорода в атмосфере Земли. Порода, которую мы видим на этой картинке слева, представляет собой полосатую, ожелезненную формацию. Поэтому для нее характерны красные полосы на срезе. Они напоминают ржавый металл. И действительно, это сильно окисленные, ожелезненные слои. Они образуются там, где железо на поверхности Земли подверглось окислению, в результате того, что жизнь выбросила огромный объем кислорода в атмосферу. Таким образом, в истории Земли произошел этот ключевой переход, когда атмосфера наполнилась кислородом, который сейчас мы принимаем как должное. Но если мы перенесемся во времени далеко назад, мы не обнаружим кислорода в атмосфере. Это было настоящим глобальным событием, когда жизнь наполнила кислородом нашу атмосферу, и данные породы, джаспилиты, отражают это драматическое событие. И, наконец, двигаясь далее в начало времен,
мы встречаем доказательства сверхгорячих магм, которые когда-либо изливались на поверхность Земли. То есть перед нами свидетельство того, что в прошлом Земля была намного сильнее разогрета. Определенно в прошлом у планеты было более разогретые недра. И об этом свидетельствует вот эта горная порода, коматииты, с характерной игольчатой структурой спинифекс. Эта порода свидетельствует об извержении сверхгорячих магм. Поэтому мы полагаем, что недра Земли намного более разогреты, чем сейчас. И вот, наконец, мы добрались до древнейших горных пород на Земле. Это серые гнейсы района Акаста, возраст которых почти 4 миллиарда лет. Как вы видите на этом изображении, они сильно деформированы. И поэтому вы можете отличить их по характерным морщинам в камне. Исходно они накапливались на поверхности Земли в течение длительного периода времени. Далее это вещество было вовлечено в глубинные процессы, где они подверглись различным деформациям, нагреву, дроблению. В результате у нас образовалась метаморфическая порода. Тем не менее, его можно датировать возрастом более 3 миллиардов лет, и это действительно формирует своего рода геологический горизонт событий. Древнее у нас на Земле горных пород нет, и, соответственно, нет возможности исследовать самую раннюю часть земной истории, первые 500 миллионов лет. А это как раз критический период, когда формировалась планета. А также, возможно, это время, когда на нашей планете возникла жизнь. Потому что свидетельство существования жизни мы находим вплоть до этого периода. И большую часть своей истории Земля имела жизнь на своей поверхности. Наша планета синхронно эволюционировала вместе с жизнью на ее поверхности. Это своего рода серьезная проблема, поскольку мы уходим все дальше и дальше назад во времени, и, соответственно, все меньше видим. У нас все меньше и меньше информации о прошлом Земли. Но насколько далеко мы можем заглянуть, Земля все равно кажется обитаемой. На ее поверхности есть признаки жидкая вода, что указывает на возможность ее обитаемости. Доказательство жизни у нас примерно до того момента, где у нас заканчивается каменное вещество, которое может прояснить этот вопрос. Таким образом, с точки зрения изучения Земли, остаются вопросы, на которые очень трудно ответить. Такие как: каковы были условия для появления жизни? Как сформировалась Земля? Какие условия были на планете в течение первых нескольких сотен миллионов лет ее жизни? И, конечно же, даже оглядываясь назад на эти фрагменты геологической летописи, запечатленные в горных породах, понятно, что нет доступной нам принципиальной информации. Поскольку нам становится все меньше и меньше доступно для изучения горных пород, по мере того, как мы углубляемся в прошлое. И нам действительно приходится серьезно копаться, чтобы реконструировать состояние поверхности Земли, чтобы выяснить, например, ее температуру, количество углекислого газа в атмосфере и тому подобное. Было бы очень удобно, если бы мы могли путешествовать во времени, и мы могли бы просто вернуться в интересующие периоды, просто высунуть термометр из окна машины времени и измерить, какая была температура, скорость ветра и все остальное, что нам хотелось бы узнать о том, что происходило на планете в конкретное время. И поэтому именно здесь я собираюсь перейти к экзопланетам. Итак, у нас есть такого рода основные вопросы, исходящие из информации, полученной в Солнечной системе. И они как бы возникают из-за нашей неспособности получить доступ ко всей геологической летописи. Эти вопросы являются своего рода основными неопределенностями, которые у нас есть, например, в геологической истории Марса и Венеры. И нам открываются захватывающие перспективы. Одна из захватывающих перспектив по экзопланетам заключается в том, что мы можем смотреть на планеты, находящихся в разном планетарном возрасте. И таким образом лицезреть планеты на разных стадиях их эволюции. И как мы увидели для Земли, что она претерпела действительно драматическую эволюцию. Точно так же, как и Марс и, возможно, Венера. И этот факт будет основанием для первого опроса. Я задам вопрос для голосования. Куда бы вы отправились, если бы могли посетить любой момент истории Земли? Итак, я думаю, что опрос продлится какое-то время.
а после мы сможем увидеть результаты опроса. Отмечу, что это всего лишь наша схема понимания событий, через которые прошла наша Земля. Итак, выходя за рамки того, что мы можем видеть из летописи в горных породах, к периоду времени, который является своего рода спекуляцией до некоторой степени, своего рода эпохой становления планеты и тому подобному. Слева мы видим Землю такой, какую мы ее представляем сразу после своего образования. Она чрезвычайно горячая и, возможно, полностью расплавленная. Это так называемая концепция океана магмы. В этой модели тепло образования планеты превратило все ее вещество в жидкость. Справа нам показана планета, ее текущее состояние. Земля превратилась в планету с тектоникой плит, с континентальной корой, с океанами из жидкой воды, которая поддерживает в изобилии жизнь. О, здорово! Я полагаю, что опрос можно завершить. И кто у нас победитель? Голоса почти поровну распределились между всеми вариантами. От момента возникновения человечества до того момента, как возникла жизнь. И я полагаю, объявить ничью между эпохой динозавров и момента предшествующего появления жизни. Я лично не уверен, какой промежуток истории я бы выбрал. Но я немного рад, что момент возникновения человечества не победил, а одна из геологических эпох вышла вперед. Я склоняюсь к тому, что хотел бы вернуться к моменту перед возникновением жизни. Потому что жизнь как бы мешающий фактор, чтобы понять, как планета самостоятельно развивалась в чистом виде. Хорошо. Это действительно интересный результат. Отлично. И да, нам предоставилась возможность, через изучение экзопланет на разных стадиях развития, рассмотреть все этапы эволюции планет. Вот этот график показывает диапазон возрастов, которые будут иметь планеты. Некоторые из этих возрастов выходят за пределы вероятного возраста Вселенной. Это из-за неопределенности оценки возраста той или иной звезды. На графике отмечен возраст звезд, оцененный каким-то способом. И мы видим, что существует огромный диапазон возрастов звезд, вокруг которых обнаружены планеты. Итак, каждая учтенная звезда на этой гистограмме – это звезда, вокруг которой обращается хотя бы одна планета. Мы знаем, что Земле 4,5 миллиарда лет. То есть Земле и Солнцу около 4,5 миллиардов лет. И из диаграммы мы видим, что существует много звезд, которые моложе. Таким образом, у нас есть возможность заглянуть в прошлое. Наблюдать планеты до того, как они успели бы проэволюционировать до своего текущего состояния, как это произошло с Землей. Кроме того, мы сможем заглянуть в будущее, наблюдая за системами, которые старше нашей собственной Солнечной системы. И тем самым, возможно, будет увидеть судьбу похожей на Землю планеты через миллиард или 2 миллиарда лет, что также очень захватывающе. Итак, давайте теперь посмотрим на некоторые результаты исследований экзопланет. И вот действительно классное видео, которое отображает эти результаты. Итак, просто чтобы рассказать о том, что мы видим, вот эти большие пунктирные линии показывают орбиты планет Солнечной системы. На заднем плане вы можете видеть эти пунктирные круги, обозначающих орбиту планеты Солнечной системы, начиная с Меркурия, Венеры, Земли и Марса, затем идут орбиты Юпитера, Сатурна и так далее. И все на этой диаграмме в едином масштабе. Тот факт, что орбиты планет Солнечной системы кажутся огромными по сравнению с этими орбитами экзопланет, которые мы видим на всем протяжении видео здесь, объясняется тем, что Солнечная система действительно очень широка. Орбитальное расстояние между планетами действительно велико по сравнению с обнаруженными экзопланетами, и поэтому все эти крошечные маленькие круги на самом деле в относительном выражении в целом очень компактны. Внутри этих крошечных кругов находится центральная звезда, хозяин этих планет. А сами планеты – это то, что изображено кружками. И они, как вы видите, чрезвычайно быстро вращаются вокруг своей звезды. Существует связь между размером орбиты и размером планеты. Многие из этих орбит очень большие, они соответствуют планетам-гигантам, размером примерно с Нептун или Юпитер.
а цвет показывает, насколько они разогреты. И вы можете видеть, что многие из них ярко-красные, что соответствует температурам выше 1200 кельвинов. При такой температуре плавится силикатное вещество планеты. С другой стороны, ключевое наблюдение из этой подборки открытых экзопланет состоит в том, что много планетных систем, которые совершенно не похожи на нашу собственную Солнечную систему. Мы обнаружили планеты-гиганты, которые расположены крайне близко к звезде-хозяину. Тогда как мы привыкли, что планеты, находящиеся ближе всего к нашей звезде, обычно относятся к каменистым планетам. Ведь Меркурий, Венера, Земля и Марс – все это маленькие каменистые планеты. Тогда как у нас такие планеты-гиганты находятся удаленно от Солнца, во внешней части Солнечной системы. Очевидно, что не все открытые планетарные системы повторяют строение нашей системы. И поэтому мы должны внимательно обдумать этот факт. Как же получились такие необычные популяции планет? Ключевым методом, который позволяет обнаруживать множество планет, является метод транзитной фотометрии. Его работу я покажу на примере прохождения Венеры через видимый диск Солнца. Когда диск Венеры проходит по солнечному диску, свет, который доходит до нас от Солнца, чуть-чуть уменьшается. Невооруженным взглядом очень сложно заметить прохождение Венеры перед Солнцем. Дневное освещение практически не поменялось. Лишь только сверхчувствительный инструмент сможет зафиксировать отсутствие участка солнечного света, который будет заслонен диском Венеры. Проиграйте видео еще раз. Этот метод транзитной фотометрии является очень эффективным, если вы используете очень чувствительные приборы, которые фиксируют, когда затеняющая экзопланета проходит между наблюдателем и звездой. Вот схема этого метода. У нас есть звезда, вокруг которой вращается экзопланета. И мы очень внимательно следим за количеством светового потока, излучаемого этой звездой. Когда планета проходит перед звездой, часть света звезды блокируется диском планеты, и мы можем заметить небольшое изменение в яркости звезды. Такое прохождение планеты называется транзитным событием. И когда затем затеняющая планета покидает диск звезды, световой поток звезды возвращается к исходному уровню. И такой транзит экзопланеты дает характеристический сигнал, который можно зафиксировать при наблюдении за световым потоком конкретной звезды. Четкость такого сигнала связана с размером планеты. Таким образом, вы можете интуитивно понять, что если вы сделаете вот этот синий круг больше, то четкость транзитного события станет выше, так как будет заблокировано больше света. Поэтому существует связь между глубиной транзитного сигнала и размером планеты. Это RP, радиус планеты. Таким образом, мы можем использовать транзитное событие не только для того, чтобы узнать, есть ли у звезды экзопланета, но также из него можно определить радиус такой экзопланеты. И одна из наиболее успешных миссий, применившей транзитный метод, был космический телескоп Кеплер. Изначально он мог видеть на расстояние 3000 световых лет вглубь галактики. Вот этот желтый конус – это некоторый объем галактики, который захватывает оптика Кеплера. Наблюдая за яркостью звезд, Кеплер искал такие транзитные события, то есть затемнение звездных дисков, когда планета проходит по диску своей родительской звезды. Аппарат открыл несколько тысяч экзопланет. И самый популярный способ представить такие открытия экзопланет – это диаграмма массы планеты по отношению к тому, на каком расстоянии находится планета от своей звезды-хозяина. Мы измеряем расстояние в астрономических единицах, где одна астрономическая единица соответствует расстоянию от Земли до Солнца. На графике звезды расположены слева направо, от ближайшей к звезде хозяину до самой удаленной. Затем мы используем массу Земли для выражения массы экзопланет в единицах земных масс. И очевидно, что Земля на этой диаграмме является планетой массой в одну земную массу на одной астрономической единице. А если мы поднимаемся выше, мы переходим к более массивным планетам. Поместим на диаграмму планеты Солнечной системы в виде черных квадратов. И мы видим, что текущий каталог экзопланет полон планет, которые разительно отличаются от тех, что мы имеем в нашей Солнечной системе. Вот здесь внизу Венера и Земля.
Юпитер попадает в поле распространенных экзопланет. Сатурн, Уран и Нептун отбиваются в сторону. И из этих наблюдений можно сделать вывод, что Солнечная система действительно неординарная система. Большинство экзопланетных систем, по-видимому, имеют очень и очень массивные планеты, в отличие от нашей Солнечной системы. Некоторые из экзопланет в 1000 раз больше массивнее Земли. А также следует заметить, что эти планеты находятся очень близко к своей родительской звезде. Меркурий здесь, к сожалению, не отмечен. Но орбита Меркурия, ближайшей планеты к нашему Солнцу планеты, составляет около 0,3 астрономических единиц, вот где-то здесь слева внизу. И мы видим, что планеты с массой Юпитера, или даже намного более массивные планеты, чем Юпитер, вращаются даже ближе к своей родительской звезде, чем Меркурий. Так что это действительно выглядит необычно по сравнению с архитектурой нашей Солнечной системы. Но очень важно понимать, какие искажения могут закрасться в эти выводы. Представляют ли наши выводы действительное отображение того, что есть там на самом деле? Или наши наблюдения каким-то образом ограничены, или имеют смещение и предвзятость в отношении определенных типов планетных систем с очень массивными планетами, которые очень близко находятся к родительской звезде? Схематически можно показать существующие возможные искажения просто с помощью такой простой картинки. Представим себе, что у нас есть звезда с планетой, вращающейся вокруг нее. Расстояние между звездой и планетой называется большой полуосью. При таком расположении мы определить, где наблюдатель должен находиться, чтобы иметь шанс увидеть транзит планеты. Для этого наблюдатель должен находиться в пределах этого конуса. Итак, если вы находитесь в космосе где-то здесь, скажем, на Земле, то есть в любом месте в пределах этого конуса, и наблюдаете за этой звездой, то вы спокойно увидите, как эта планета проходит по диску своей звезды. Но если вы находитесь где-то здесь, за пределами конуса, то, наблюдая за звездой, вы никогда бы не увидели, что эта планета проходит перед ней. То есть не смогли бы зафиксировать ее транзит. И теперь, если планету отодвинуть дальше, то область пространства, в которой наблюдатель смог бы увидеть, как этот транзит планеты, становится намного меньше. И вот из этих трех положений Земли, только из среднего положения можно зафиксировать транзит экзопланеты по диску звезды. В остальных крайних положениях это невозможно. Это указывает на то, что существует сильное смещение в пользу обнаружения планет, находящихся очень близко к звезде-хозяину. А также есть еще одно сильное смещение в сторону обнаружения более массивных планет. Потому что, как мы обсуждали, массивная планета блокирует больше света и таким образом вызывает большее затемнение звезды. И поэтому просто легче обнаружить, когда звезда сильно тускнеет, по сравнению с очень небольшим изменением ее яркости при прохождении более мелких тел. Это что-то вроде разницы между прохождением Венеры и Луны перед Солнцем. При солнечном затмении Луной всем очевидно падение освещенности, что не скажешь о прохождении Венерой. Другими словами, мы должны учитывать, что наши наблюдения ограничены и имеют определенные смещения для того, чтобы оценить реальное количество планет в близлежащей галактике. И теперь мы рассмотрим, как эти данные преобразовать, чтобы учесть такие искажения, которые присутствуют в наших наблюдениях. Теперь давайте перейдем от диаграммы зависимости размера экзопланеты в земных радиусах от расстояния до родительской звезды в астрономических единицах к диаграмме зависимости размера планет от орбитального или годового периода. Напомню, радиус Земли около 6300 километров. Здесь показаны экзопланеты, у которых радиус в 10–20 раз больше земного. В частности, у Юпитера радиус примерно в 10 раз больше земного радиуса. Он попадает куда-то сюда. Всем известно, что Земля имеет 365-дневную орбиту, а планеты с более длительным периодом обращения находятся дальше от своей родительской звезды. Эти красные точки – это экзопланеты, которые мы обнаруживаем, когда вглядываемся в ночное небо. И вот какое получается распределение планет. Обнаружилось, что существует много планет, которые очень массивны,
с радиусом в 10–20 раз больше земного, и в то же время у них очень короткие орбиты. Таким образом, их год будет длиться нескольких земных дней. Для многих из этих планет он составляет от 1 до 10 дней. Сравните с нашим 365-дневным годом. Теперь, если мы будем учитывать озвученные искажения, то популяция, которую мы видим здесь, трансформируется в популяцию экзопланет, которая будет выглядеть примерно так. И это будет истинная популяция обнаруженных экзопланет. Итак, о чем же нам говорит эта диаграмма? Мы видим, что на самом деле существует гораздо больше планет, которые малы по размеру, с радиусом сравнимым с земным и с более длительным годовым периодом, сравнимым с земным годом. Итак, это говорит нам о том, что искажения, заключающиеся в том, что открытые очень большие экзопланеты предпочитают находиться очень близко к родительской звезде, весьма значительны. Так, если это учитывать, то наблюдения, которые были сосредоточены в левом верхнем углу, трансформируются в наблюдения в нижнем правом углу. Это означает, что мы ушли от популяции планет, которые в основном выглядят как газовые гиганты, которые не являются ни геологическими, ни явно обитаемыми телами. Все они очень горячие, а большинство из них чрезвычайно горячие и сравнимы и превышают размер Юпитера. Хотя жизнь полностью не исключается, но это кажется довольно маловероятным, особенно если планета чрезвычайно разогрета. И если на планетах типа Юпитера была бы жизнь, то это должна была быть какая-то форма действительно очень инопланетной жизни, возникшей в облаках. Но с учетом выясненных искажений, мы узнали, что на самом деле маленькие планеты являются наиболее частым типом планет в нашей галактике. Вот еще один способ выразить эти заключения – через своего рода гистограмму. Мы видим, что наиболее часто встречаются планеты с размером Земли и планеты чуть больше земного размера, так называемые суперземли. У этих суперземель радиус превышает земной более чем в 1–2 раза. Суперземли – это очень интересные планеты для нашего изучения. Суперземли – это планеты немного больше Земли, но не такие большие, как Нептун или Уран. Этот тип планет отсутствует в нашей Солнечной системе. И нам действительно хотелось бы узнать побольше о них. Являются ли эти планеты более похожими на Землю, то есть просто ее увеличенная версия? Или они более походят на уменьшенные версии Нептуна с мощной газовой атмосферой? Мы еще не понимаем. Поэтому я думаю, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы задать второй вопрос нашим слушателям. О каких планетах вам больше всего было бы интересно узнать? О планетах Солнечной системы, о суперземлях или о мирах магматических океанов? Планеты с магматическими океанами – это планеты, разогретые настолько и находящиеся весьма близко к родительской звезде, что их поверхность постоянно находится в расплавленном состоянии. Так что, возможно, они немного похожи на то, какой была Земля в начале своей жизни. Но эти сверхгорячие планеты остались в таком расплавленном состоянии на протяжении всей своей геологической истории. Отлично. Я запускаю наш опрос. Сейчас я хотел бы упомянуть одну конкретную планетарную систему. Она наиболее интересна для последующих наших наблюдений. Это система TRAPPIST-1. Вот данные, которые были собраны в 2017 году вот этой международной группой ученых. Это данные по яркости звезды TRAPPIST-1. Родительская звезда называется TRAPPIST-1. Мы следили за ее яркостью в течение некоторого времени. Нижняя шкала – это время в земных сутках. Этот график покрывает более 10 дней наблюдений за звездой TRAPPIST-1. И все эти маленькие черные точки являются текущие показатели яркости этой звезды. Итак, большую часть времени яркость звезды попадает в черное поле точек на этой диаграмме. Но, как видите, иногда происходят крупные события затемнения, и яркость при этом может снижаться на 1–2%. И каждое из этих событий затемнения представляет собой прохождение планеты перед звездой. Вот так выглядят наши данные. И при изучении этой системы можно выявить показатели падения яркости некоторых из этих событий затемнения, глубины транзита.
Не все здесь события затемнения имеют одинаковую транзитную глубину, так как разные планеты могут иметь разный размер. Но любая отдельная планета, которая обращается вокруг звезды, должна проходить через нее регулярно и иметь одинаковую транзитную глубину, так как размер планеты остается неизменным. Поскольку размер планеты не меняется, то каждый раз, когда она проходит перед звездой, она блокирует одинаковое количество света. Но здесь мы видим, что эти прохождения имеют разную транзитную глубину, и интервалы времени между затемнениями не кажутся регулярными. И на самом деле это указывает нам на то, что в этой системе больше одной планеты, и в этой системе насчитывается 7 планет. Это очень замечательная система, в которой мы видим 7 планет. И все экзопланеты проходят транзитом между нами и звездой Треппист-1. Итак, я вижу, опрос завершен. И подавляющее большинство людей выбрало суперземли. И я думаю, будет очень интересно узнать, можно ли при удвоенном размере Земли получить тектонику плит, вулканизм и нормальную атмосферу земного типа. Или же суперземлю будет неизбежно окружать огромная, массивная атмосфера. На ней будет океан глубиной в 1000 километров, скрытый под мощным слоем водорода. Это действительно волнующее воображение планеты, о которых хотелось бы узнать как можно больше. Поэтому я рад, что этот вариант был самым популярным. Следующий по популярности ответ – миры с океаном магмы. Это тоже круто для исследований, поскольку, изучая планеты с океаном магмы, возможно, нам удастся заглянуть в прошлое нашей собственной планеты. Есть еще одна захватывающая деталь, которую мы видим в данных по Треппист-1. Это неожиданные вспышки. Мы зафиксировали, что иногда яркость звезды вдруг увеличивается. И мы связываем это с тем, что у звезды было крупное событие вспышки. Мы наблюдаем сразу как астрофизические явления, связанные с динамикой эволюции звезд, так и все эти свидетельства наличия планетарной системы у звезды. Если мы объединим все эти результаты наблюдений вместе, то перед нами будет прекрасное доказательство существования планетной системы. Вот как выглядят отдельные события транзита планет. И я надеюсь, вы заметите небольшое сходство с той схемой, которую я показывал ранее в этом докладе, где мы видели сначала постоянную яркость звезды. Затем во время прохода планеты по диску звезды мы получали затемнение. И после прохождения яркость звезды восстанавливалась. Ширина транзита увеличивается с расстоянием планеты от звезды, поэтому продолжительность затемнения увеличивается. Наблюдая такие изменения, мы можем изучать характеристики системы. В нашей Солнечной системе все планеты с уникальными именами. Однако в других звездных системах планетам дают скучные имена в виде букв алфавита. В данном случае планеты названы от B до H, начиная с внутренних, кончая внешними. Вот здесь внутренняя планета B, а вот здесь самая внешняя планета H. Продолжительность года этих планет, соответственно, составляет от 1,5 земных суток для A, вплоть до 25 дней для H. То есть мы видим чрезвычайно компактную систему, где все 7 планет расположены очень близко к родительской звезде. Другой способ взглянуть на эту планетарную систему сверху. И можно заметить, что расстояние между орбитами в астрономических единицах, опять же, составляет не более 0,06 астрономических единиц, то есть всего 6% расстояния между Землей и Солнцем. Это чрезвычайно близко к родительской звезде. Почему так получилось? Это ключевой вопрос. Можно взглянуть на эту систему в другом ракурсе с помощью красивой схемы, созданной Амандой Смит из Института астрономии в Кембридже. Она показывает, как система Треппист-1 отличается от планет внутренней части Солнечной системы, таких как Земля, Венера и Меркурий. И нам нужно попасть вовнутрь орбиты Меркурия, прежде чем мы увидим внешнюю планету системы Треппист-1. Самая дальняя планета, Треппист-1, ближе к родительской звезде, чем Меркурий к Солнцу. И возникает ключевой вопрос, который мы хотели бы задать себе, относительно этой чрезвычайно захватывающей планетарной системы из 7 планет. Неужели все эти планеты просто сгорят дотла? Потому что именно так с ними произошло бы в нашей Солнечной системе, если бы вращались вокруг нашей звезды на таком коротком расстоянии.
У Венеры температура поверхности более 400 градусов, отчасти в значительной степени из-за того, что она имеет массивную атмосферу из углекислого газа, но у Меркурия также чрезвычайно высокая температура поверхности, а эти планеты намного ближе. Но ключевое отличие нашей Солнечной системы от системы ТРЭППИСТ-1 заключается в размере родительской звезды. Наше Солнце – звезда типа G, тогда как звезда ТРЭППИСТ-1 – это карлик М. Так что его масса составляет всего 10% массы Солнца, и поэтому она гораздо менее яркая. Это интересная система с бледной красной звездой-карликом, благодаря чему эти планеты находятся ближе друг к другу. Несмотря на это, не все они чрезвычайно горячие. И, возможно, на некоторых из них могут быть условия для существования жидкой воды на поверхности. Возможно, планеты D, F и C наиболее благоприятны для таких условий. Когда звезда настолько тусклая, она не нагревает планеты так сильно. Эта система представляет огромный интерес для будущих исследований, и в ближайшее десятилетие ей будет уделено много внимания. Новые научные аппараты и наземные телескопы позволят более детально изучить эти планеты, исследовать их на наличие жидкой воды, атмосферы и признаков жизни. При изучении экзопланет информация не ограничивается только размером планеты. Нам удалось получить ключевую дополнительную информацию, такую как массу этих планет. Способ, которым определяются массы планет в экзопланетарной науке, является одним из основных методов – метод Доплера, спектрометрическое измерение радиальной скорости звезды. Планета, обращаясь вокруг звезды, как бы раскачивает ее, и мы можем наблюдать доплеровское смещение спектра звезды. Этот метод позволяет определить массу планеты не непосредственно визуально, а путем изучения ее влияния на движение звезды. Вот показан получаемый спектр внизу. Мы можем видеть, как спектр смещается то влево, то вправо, когда планета притяжением оказывает влияние на звезду, и это позволяет нам оценить массу планеты. А если мы знаем массу планеты и ее радиус, то можем оценить ее плотность. И полученная плотность является наиболее фундаментальным показателем структуры планеты. Например, состоит ли она в основном из газа и воды, что обуславливает очень низкую плотность. Или будет сложена преимущественно силикатной горной породой, о чем будет говорить промежуточная плотность. Или же обогащена железом, как Меркурий в Солнечной системе, с огромным железным ядром. В этом случае ее плотность будет очень высокой. На этой диаграмме приведены такие оценки плотности для планет системы ТРЭППИСТ-1. Давайте сравним с некоторыми планетами Солнечной системы для наглядности. Большинство каменистых планет в Солнечной системе имеют плотность около 5 граммов на кубический сантиметр. Мы можем отметить, что некоторые планеты системы ТРЭППИСТ-1, обозначенные красными кружками, имеют плотность, близкую к Земле и Венере, особенно это касается планет 1С и 1И. Таким образом, это соответствует планете, которая, как и Земля, преимущественно состоит из силикатного вещества. А это открывает возможность для существования небольшого количества жидкой воды, возможно, достаточного для сосуществования с сушей. А это открывает возможность для возникновения климатических процессов, регулирующих планетарный климат, и, конечно же, для жизни. Мы также можем видеть, что некоторые планеты ТРЭППИСТ-1 имеют гораздо более низкую плотность, что может указывать на то, что у них есть мощная оболочка из воды, водорода или какого-то легкого газа. И, наконец, я хочу кратко остановиться на перспективах обнаружения жизни. Например, что мы можем сделать, чтобы обнаружить жизнь на одной из этих планет. Итак, выходя за рамки спекуляций о пригодности планеты для жизни,
и о том, есть ли на ней жидкая вода, давайте подумаем о том, что нам может подсказать, есть ли на данной планете жизнь. Земля снова является полезным ориентиром в отношении того, какие могут быть признаки жизни, как должны выглядеть биосигнатуры. Итак, вот спектр отраженного света Земли. Слева у нас короткие волны, так что это будет что-то вроде синего цвета, а справа длинные волны, что-то вроде красного цвета. Мы видим, что преобладает рассеянный свет коротковолновой части спектра, и поэтому Земля выглядит голубой планетой. Мы видим, что когда солнечный свет отражается от поверхности Земли, большинство коротковолновых лучей света, соответствующим синему цвету, рассеивается в атмосфере и направляется обратно в космос. Это дает характерный синий цвет нашей планеты. Тогда как для спектров отражения Луны, Марса и Венеры мы видим совершенно другую картину. Для этих планет характерна подавленность коротковолнового синего света в исходящем спектре отраженных лучей и заметное преобладание длинноволнового красного света. Поэтому Марс и Венера выглядят оранжевыми в своих спектрах отражения. Причина, по которой Земля имеет свой характерный голубой цвет, это жизнь, благодаря которой атмосфера наполнилась кислородом и озоном, что обусловило наблюдаемые рассеивающие свойства атмосферы. Я думаю, что пришло время провести следующий опрос. Итак, вопрос: где мы сможем обнаружить жизнь в нашей галактике? Варианты: мы откроем жизнь на Марсе, откроем жизнь в облаках Венеры или откроем жизнь на какой-нибудь сумасшедшей экзопланете. А может, есть такие, кто настроен пессимистично, и они считают, что мы нигде не найдем признаков инопланетной жизни. Метод спектров отражения – это один из способов, с помощью которого мы сможем искать признаки жизни, а другой способ – это изучение того, как свет звезды взаимодействует с атмосферой планеты. Часть спектра света рассеивается, но часть светового спектра поглощается молекулами в атмосфере планеты. И по поглощению можно определить типы молекулярных веществ в атмосфере, например, кислород. Сейчас я вновь вернусь к вопросу о перспективах геологии, озвученному в начале этого выступления. А именно к тезису о том, что степень в области геологии стала в 52 миллиарда раз более нужной. Я хочу обосновать это утверждение, выполнив простые вычисления. Млечный Путь насчитывает 250 миллиардов звезд. Из нашего исследования экзопланет мы знаем, что каменистые планеты достаточно широко распространены. По оценкам 20% звезд имеют каменистые планеты. А это значит, что у нас есть несколько десятков миллиардов каменистых планет в галактике. Так что, это захватывающая перспектива с точки зрения геолога, который провел свою карьеру, изучая каменные миры планет. Теперь мы можем сосредотачиваться не только на Земле, Венере и Марсе, но оказывается вся галактика заполнена множеством геологических миров. Хотя давайте будем строже к себе. Мы можем ограничиться только каменистыми экзопланетами, обращающихся вокруг звезд, похожих на Солнце. Но и в этом случае у нас остается 15 миллиардов звезд для дальнейшего исследования. А можем мы станем еще более требовательными и не будем довольствоваться любой каменистой планетой. Мы потребуем найти такую каменистую планету, которая пригодна для жизни, на поверхности которой может быть жидкая вода. И таких планет, приходящих на 15 миллиардов солнцеподобных звезд, будет составлять примерно треть этого числа. Так что и в этом случае у нас останется только 4,5 миллиарда землеподобных планет с отдельными геологическими мирами, доступных для наших изысканий. И теперь вы понимаете, что рейтинг геологического диплома немного повысился. И я хочу закончить эту лекцию этим действительно красивым изображением, полученным космическим аппаратом Voyager на его пути за пределы Солнечной системы. Камера смотрит назад. Вот это бледно-голубая точка, наша каменистая Земля. И я подчеркну, что ключевой принцип, который мы исследовали здесь, заключается в использовании Земли в качестве модели, типичной для каменистых планет. А рассмотрение процессов на Земле
стало ключом к пониманию пригодности планет для жизни в нашей галактике. И нам это поможет в изучении новых экзопланет. Но также, надеюсь, мы узнаем что-то новое о собственной истории Земли. Поскольку мы можем исследовать планеты, находящихся на тех ранних стадиях развития, через которые прошла Земля, и по которым у нас сейчас очень мало информации. Оглашу результаты последнего опроса. Ответы разделились. Предпочтение большинства было отдано тому, чтобы искать жизнь на экзопланетах, похожих на Землю. Другие предпочли планеты с водным миром. Любой вариант выглядит заманчивым. В каком-то смысле я действительно надеюсь, что мы найдем жизнь в водном мире. И этот ответ набрал больше всех в вопросе, потому что это могло бы нам рассказать что-то очень важное о том, что нужно и не нужно для возникновения жизни. Для возникновения жизни не требуется наличие суши, как многие сейчас, вероятно, полагают. И судя по этому опросу, перспективы найти жизнь на Марсе выглядят не очень обнадеживающие. Но лучше не будем говорить об этом НАСА. Отлично. Большое спасибо. На этом я закончу свой доклад и отвечу на ваши вопросы. Оле, большое спасибо. Это была увлекательная лекция. Я и понятия не имела, что планетные системы за пределами нашей Солнечной системы могут выглядеть совершенно по-другому, и о том, как может вестись наблюдение за ними, и как можно их исследовать. Так что это действительно было очень интересно. У нас много вопросов. Все они касаются тем, затронутых в вашем выступлении. Я их сейчас озвучу. Но сначала я задам короткий вопрос на правах председателя, а именно: как система TRAPPIST-1 получила свое название? Может, вы знаете? Я не уверен на все 100%. По-моему, это была какая-то бельгийская научная группа. И я думаю, что им просто нравится Трописткау пиво. Это отличное название. Мне оно нравится. Если вы его обнаружите, я думаю, у вас будет привилегия. Что верно, то верно. Это также геологическая привилегия. Отлично. Задавайте новые вопросы в поле вопросов и ответов, в Zoom или в чате на YouTube. Их уже довольно много. Спрашивают о системе TRAPPIST-1. Если планеты вокруг родительской звезды, TRAPPIST-1, расположены так близко, может ли это сделать их орбиты неправильными? Может ли такая планетная система быть нестабильной из-за того, что так много планет расположено так близко друг к другу, в отличие от нашей системы? Да, это действительно интересный вопрос. Однако получается, что система на редкость стабильна. Все эти планеты находятся в таком расположении, что они попадают в резонанс. Это значит, что пока одна планета, находясь на внутренней орбите, совершает 2 оборота, вторая более внешняя планета совершает 1 полный оборот по своей орбите. Таким образом, между орбитальными периодами всех планет системы TRAPPIST-1 существуют целочисленные соотношения. Таким образом, эти планеты находятся в так называемой мультирезонансной цепочке, что является хрупким и замечательным явлением, характеризующую эту систему, как будто планеты исполняют перед вами своеобразный регулярный танец танго. Хотя действительно, большинство экзопланетных систем характеризуются отсутствием такого резонанса. Если посмотреть на архитектуру многих планетных систем, то можно увидеть, что существует множество планет, находящихся вне этого очень четкого соотношения, где 1 оборот внешней планеты приходится на 2 оборота внутренние. Очевидно, что-то случилось в их истории, что дестабилизировало их. Но планетной системе TRAPPIST-1 удалось сохраниться в таком прекрасном стабильном состоянии в течение всей своей истории, которая составляет миллиарды лет. Так что на самом деле это действительно стабильная система. Планеты в системе TRAPPIST-1 взаимодействуют друг с другом через приливные силы, аналогично взаимодействию между Землей и Луной. Внешние планеты гравитационно влияют на внутренние, вызывая приливные взаимодействия. Другим замечательным примером приливного взаимодействия в нашей Солнечной системе является Ио. Это один из спутников Юпитера. Ио отличается активным вулканизмом,
Он разогревается из-за постоянных деформаций сжатия-растяжения, из-за приливных взаимодействий с Юпитером и другими его спутниками. То же самое, вероятно, происходит в системе TRAPPIST-1, что может означать, что внутренние планеты испытывают подобные сильные приливные взаимодействия. Это очень увлекательно. Напомню, на нашей виртуальной выставке есть материал об Иу и его вулканизме, милости просим. Да, это интересно, что система TRAPPIST-1 настолько стабильная, учитывая, что она названа в честь пива. И да, мне это очень нравится. У нас еще много других вопросов по системе TRAPPIST-1. Вот некоторые из них: связаны ли планеты приливными силами? И вы только что это разъяснили. Как далеко от нас находится система TRAPPIST-1? Даже был вопрос, находится ли она в нашей Солнечной системе. Она, конечно, находится за пределами нашей Солнечной системы. Но как далеко от нас? Вы это знаете? Да, многие из этих диаграмм немного вводят в заблуждение, потому что они помещают систему TRAPPIST-1 в нашу Солнечную систему. Но делается это, чтобы подчеркнуть: посмотрите, она действительно компактная и крошечная, и мы могли бы ее уместить внутри нашей Солнечной системы. Но насколько я помню, она находится примерно в 30-40 световых лет от нас, что довольно близко. Эта система довольно близкая, если сравнивать со многими другими обнаруженными планетными системами. И этот факт действительно важен. Поскольку система TRAPPIST-1 находится так близко, мы можем осуществлять действительно хорошее наблюдение за ней с помощью телескопов, в то время как многие из планетных систем, которые были открыты ранее с помощью миссии Кеплер. Этот космический телескоп наблюдал за планетными системами звезд нашей галактики на расстоянии до 3000 световых лет. На таком расстоянии действительно много трудностей с наблюдением. Окей, так что система TRAPPIST-1 действительно оптимальна для последующих наблюдений и будущих исследований. Вопрос. Неужели мы в основном обнаруживаем системы с газовыми гигантами, расположенными близко к своей звезде, из-за нашей ограниченности по методам наблюдения? Вы упомянули, что в данных существует какая-то предвзятость относительно того, что мы можем и что не можем наблюдать. Это основная причина, почему мы наблюдаем в основном газовые гиганты? Да, именно так, их гораздо легче нам обнаружить. Хотя на самом деле планеты-гиганты на таких очень коротких орбитах рядом с родительской звездой весьма редки. Так что, исходя из озвученных затруднений в применении транзитного метода, становится понятным, почему они легче обнаруживаются, их открыто великое множество. Да, определенная часть звезд в нашей галактике имеет планеты-гиганты на очень коротких внутренних орбитах. Но на самом деле это является редким явлением и составляет лишь около 1–2% от общего числа звезд с планетными системами. Вопрос из Zoom. Мы знаем, что геология Земли сильно отличается от геологии соседних планет. Будет ли наблюдаться подобное между планетами в других системах? Или в них планеты более-менее будут похожи друг на друга? Я думаю, это как раз то, что мы действительно хотели бы разузнать. Нам бы очень хотелось заняться сравнительной планетологией в открываемых экзопланетных системах. Мы действительно очень хотим понять эти важные вещи. Например, мы знаем, что Земля отличается от Марса, она отличается от Венеры. Но что именно сделало их такими разными? Неужели все действительно сводится к тому, чтобы просто быть ближе к Солнцу или находиться дальше от него, потому что это одно из очевидных различий? Или, быть может, все дело в том, что когда планета такая маленькая, как Марс, то она не может удерживать атмосферу и очень быстро остывает. Именно таким же образом мы можем размышлять об этих параметрах в Солнечной системе. Но было бы очень интересно использовать в этих аргументах экзопланеты. Ведь их намного больше, и наблюдения за ними могут помочь определить, что на самом деле важно для создания условий обитаемости планет. Так что это своего рода взаимный обмен знаниями об эволюции планет. Мы можем использовать Солнечную систему, чтобы сформулировать наши лучшие догадки по этому вопросу, проверить их на основе наблюдений экзопланет и затем сделать более точные предположения. Несмотря на то, что изучаемый объект может быть далеко, наблюдения за геологическими процессами на Земле могут помочь понять более общие закономерности природы и объяснить наблюдаемые явления в таких далеких местах. Это действительно увлекательно. У нас есть несколько технических вопросов. Одна из многих поставленных задач для телескопа Джеймс Уэбб – выискивать экзопланеты и определять атмосферные явления экзопланет в частности. Насчет Джеймса Уэбба
Я думаю, что каждый член астрономического сообщества хочет использовать Джеймс Уэбб в своих целях. Итак, одна из очень многих задач – это изучить атмосферы экзопланет. Но это занимает драгоценное время телескопа, отведенное на открытие экзопланет, и результат не очевиден. Поэтому космический телескоп Джеймс Уэбб будет использоваться для этих целей в наблюдении уже за известными экзопланетами. Такими как, например, система TRAPPIST-1, и, возможно, у нас получится исследование атмосфер уже открытых планетных систем. Это будет действительно захватывающе, и ведется большая работа по выяснению атмосферы, каких планет следует изучать в первую очередь, что мы ожидаем там увидеть и прочих аспектов. Великолепно. Окей, Джессика Бартон спрашивает, какие технологические улучшения помогут нам изучить и понять экзопланеты лучше? Да, я думаю, что я не на 100% квалифицирован, чтобы хорошо ответить на ваш вопрос, потому что я не астроном. Я не наблюдатель по образованию, но я думаю, что общий ответ – это телескопы побольше, работающие в космосе. Немного несуразный ответ, простите. Я думаю, что для поиска настоящих землеподобных планет это было бы просто фантастикой. Если бы они лучше видели транзит этих планет, то это позволило бы лучше изучить их характеристики, их атмосферу. Однако проблема заключается в том, что даже наша настоящая Земля пересекает солнечный диск только один раз в году, что очень затрудняет ее обнаружение. И это означает, что вам нужно достаточно долго ждать это событие, а затем вдруг в краткий промежуток времени происходит затемнение, и вам снова приходится ждать годами следующее транзитное событие. Так что на самом деле хотелось бы иметь возможность просто увидеть саму планету, а не ждать годами, пока ее транзита перед звездой. Однако, если вы хотите смотреть прямо на планету, то у вас возникает проблема, поскольку звезда настолько яркая, что когда вы смотрите на планетную систему, все, что вы видите, это свет от родительской звезды. Таким образом, дискуссия о технологии, которая позволила бы увидеть планету, похожую на Землю, я думаю, в значительной степени сводится к тому, чтобы иметь технологию, блокирующую свет от звезды, и иметь пространственное разрешение, достаточное, чтобы получать фотоны, исходящие с этой планеты, расположенные на расстоянии одной астрономической единицы от родительской звезды. Так что это приводит к обсуждению коронографов и многих таких вещей, о которых я не знаю, всевозможных ухищрений, как избавиться от засветки звездой и оставить настолько с видом на планету. И именно так эти технологии были успешно применены к планетам-гигантам, которые находятся достаточно далеко от своей звезды-хозяина, поскольку они очень яркие, поэтому их очень легко обнаружить. Кажется, все очень просто, но есть сложности. Яркие планеты-гиганты возможно отделить от их родительской звезды. Но этого пока не удалось добиться для небольших холодных и тусклых планет, вроде нашей Земли, расположенных слишком близко к своей родительской звезде. О боже, как это сложно! Не правда ли? Я имею в виду, что мы пытаемся делать такие вещи над объектами, которые так далеко. И все равно впечатляет. У нас есть вопрос о действительно классном видео, которое вы показали прямо посреди вашего выступления. Звезды, показанные в видео, действительно так отличаются от нашего Солнца, или они сравнимы по размеру? Да, это интересный вопрос. Да, много этих звезд могут представить целый ряд звезд в этом каталоге. Я думаю, что самый популярный тип звезд, которые исследователи предпочитают для изучения экзопланет, это довольно маленькие звезды, такие как звезда TRAPPIST-1, относящихся к карликам типа М. И причина этого в том, что звезды этого типа не очень яркие. Поэтому, когда вы видите планету, вы как бы получаете больше сигнала, поступающего от планеты, и меньше загрязняющего сигнала от звезды. Поэтому сигнал от планеты при меньшей звезде намного более лучше чувствуется. Но наблюдения телескопа Кеплера были направлены дальше в галактику, в связи с чем существует смещение к более ярким звездам, которые, как правило, в целом будут более массивными звездами. Звезды, которые, по моему мнению, часто не учитываются при обнаружении планет, это крупные звезды типа А. Это связано с тем, что там труднее обнаружить планеты. Потому что на фоне звезд-гигантов планета дает намного слабее сигнал,
поскольку сама звезда очень яркая, а планета относительно ее очень мала. И я полагаю, что мы гораздо меньше знаем о планетных системах вокруг этих звезд-гигантов. Таким образом, опять же, существуют факторы наблюдения, которые ограничивают видимые типы звезд в каталоге в зависимости от типа проводимого исследования. Но это не накладывает ограничений по наличию планетных систем у разных типов звезд. Окей, отлично. Я собираюсь задать последний вопрос. Сейчас 6 часов, поэтому я задам вам уже последний вопрос, поскольку для британских зрителей премьер-министр собирается дать пресс-конференцию. Суман Чаудхари задает вам один из вопросов вашего опроса. Как вы думаете, где, по вашему мнению, жизнь с наибольшей вероятностью будет обнаружена вне Земли из вашего списка? Я считаю, что если мы найдем внеземную жизнь, то большинство, скорее всего, со мной согласится, что первое место, где мы сможем обнаружить жизнь, будет Марс. Если там когда-либо существовала жизнь, или то у нас большой шанс ее обнаружить. Я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет то, что научное сообщество сможет прийти к соглашению о наличии жизни на Марсе только после обнаружения биосигнатур в его атмосфере, химических следов жизнедеятельности в ближайшем десятилетии. Но и в этом случае я ожидаю, что у нас будет ожесточенная дискуссия о биологическом происхождении таких следов. Да, отлично. Что же, это все. Я имею в виду, что научные споры нам тоже важны. Я хотел бы отметить, Оли, что отзывы в нашем чате очень положительные. Также было много комплиментов по поводу вашего свитера, который был прекрасно подобран для этого доклада. Большое спасибо за такой увлекательный рассказ и за то, что вы закрыли нашу прекрасную серию лекций о геологии других планет, посвященных Году космоса. Для тех, кто пропустил, в этом году у нас были представлены доклады по геологии каждой каменистой планеты Солнечной системы, а также по ледяным телам. И вы можете их найти на YouTube-канале Геологического общества. Советую еще посетить виртуальный тур по нашей выставке Спасоскопес. А также вы можете обсудить информацию, изображения в нашем чате. И обязательно зайдите на нашу веб-страницу в честь Года космоса, чтобы просмотреть все, что мы сделали в этом году. У нас там представлены потрясающие постеры, школьные семинары, всевозможные мероприятия. И спасибо всем вам за участие в нашей серии лекций в честь Года космоса. Это был просто фантастический год. Мы познакомились с замечательными планетологами, которые пообщались с нами и рассказали многое о своей работе. Большое им всем спасибо. И мы надеемся, что вы продолжите пользоваться всеми нашими ресурсами, которые мы сделали доступными для широкой публики. Большое спасибо за участие, и я надеюсь, что вы прекрасно проведете вечер и не замерзнете. Это касается особенно тех, кто сейчас в Великобритании. Всем большое спасибо. До свидания.